Сегодня я хочу поделиться с вами простым рецептом панеттоне на дрожжах. Для этого нам понадобится 430-450 грамм пшеничной муки. У меня мука с белком 12%, размягченного сливочного масла комнатной температуры, 5 больших желтков, 200 мл теплого молока, 160 грамм сахара, а также сухофрукты. У меня красный изюм 100 грамм и смесь желтого изюма и кураги, 8 грамм сухих дрожжей, либо 25 грамм свежих, четверть чайной ложки соли, цедра с одного апельсина, экстракт ванилина, либо ванилин. В теплом молоке растворяем 1 столовую ложку сахара и все дрожжи. К смеси молока и дрожжей добавляем 100 грамм муки от общего количества и все перемешиваем, чтобы не было комочков. Удобно перемешивать венчиком. Закрываем миску и ставим в теплое место на 15-20 минут. Пара должна подняться вдвое. В другой миске смешиваем желтки, весь сахар и соль. К желткам добавляем всю опару и перемешиваем. Теперь к тесту добавляем чайную ложку экстракта ванилина, либо ванилин, размягченное масло и все перемешиваем. Теперь начинаем постепенно добавлять муку. Ее может понадобиться чуть больше, либо меньше. У меня ушло примерно 435 грамм. На этом этапе я начинаю использовать миксер и вымешиваю около 10 минут. Тесто получается мягкое и немного липковатое. Закрываем миску сверху пакетом и ставим тесто в теплое место на брожение на 1 час. Тесто должно хорошо подняться и удвоиться в размере.
Тесто у меня хорошо выросло. Добавляем все сухофрукты, цедру апельсина и вымешиваем тесто 5-7 минут. Закрываем миску и ставим еще на 1 час на брожение. Тесто должно опять хорошо подняться. Смешиваем 1 яйцо с 2 чайными ложками воды, и яичную смесь мы используем для смазывания поверхности панеттона. Смазываем руки растительным маслом, чтобы тесто не прилипало, и выкладываем тесто на рабочую поверхность и делим на части. Я буду делать 4 небольших панеттона. У меня формы для панеттона 11 см диаметра. Форму заполняем на 1/3 высоты. Если вы используете большие формы для панеттона 15-17 см в диаметре, то получается с данного количества теста 2 больших панеттона. Кусочки теста я немного округляю и перекладываю в формы. Сверху формы я прикрываю пакетом и оставляю на столе на 30-45 минут. Панеттоны должны подняться. Сразу перед выпеканием смазать поверхность яичной смесью. Панеттоны данного размера выпекаем 30-40 минут при 180 градусах, большие дольше. Чтобы мякиш панеттонов был воздушный и нежный, рекомендуется остужать панеттоны перевернутыми в подвешенном состоянии. Как только я выняла панеттон из духовки, я протыкаю с противоположных сторон тонкими бамбуковыми палочками, переворачиваю над кастрюлей и фиксирую палочки на краях кастрюли и остужаю в течение часа.